Друзья, всем огромнейший привет! У нас сегодня очень вкусная готовка. У меня один большой апельсин, я его хорошенечко вымыла со щеткой и теперь натираю цедру апельсина. Нам понадобится только лишь оранжевая часть. Не натираем белую. На самой колючей травмоопасной терке я натираю цедру апельсина. 1 столовой ложки будет достаточно. Вместо апельсина можно взять лимон. Свеклу отвариваем либо запекаем в духовке до полной готовности по весу 200 грамм. У меня свекла этого года. Сначала ее хорошенечко вымываем под проточной водой, желательно со щеткой. Потом я налила холодную воду, отвариваю ее до готовности. И после того, как она сварится, сразу же заливаю ее холодной водой. И так она должна постоять какое-то время в холодной воде. Так с нее тогда очень легко очищается вся кожа. Так как свекла молодая, с нее в принципе можно прям руками снимать всю кожу. Иногда она с рук прям сама и выскальзывает. Я думаю, что хозяюшки это знают. Теперь с отваренной и остуженной свеклы я снимаю всю кожу. Готовить можно и из молодой свеклы, и из прошлогодней. Какая есть, то и берите. Теперь очищенную свеклу я нарезаю такими небольшими кусочками. Это нам нужно для дальнейшей ее переработки. Так будет удобнее. Измельчаем любым удобным для вас способом. К свекле я добавила 3 куриных яйца. И теперь погружным блендером, либо блендером с такой мощной чашей, буду измельчать свеклу, превращать в такую однородную массу без комочков. Отварная готовая свекла быстро измельчается. Перебивала я свеклу и вижу, что у меня остаются вот такие маленькие, небольшие такие вкрапления кусочки. Так что измельчаем дальше, чтобы не было никаких кусочков. У меня здесь цедра апельсина плюс яйца плюс свекла. Все продукты я измельчила так, что у меня получается однородная такая масса. Нету никаких кусочков. Можно использовать не погружной блендер, а просто чашу блендера мощную, которая хорошо все перебьет и измельчит. Делаем такую кашицу, как я показала в видео. Теперь всыпаю сюда 100 грамм сахара, присаливаю щепоткой соли. Ванилин добавляем меньше, ванильного сахара можно добавить больше. Я добавляю на кончики ножа, так, чтобы конечный продукт потом не был горьким. Теперь слегка перемешаю так, чтобы сахар и ванилин начали растворяться. Растительного масла без запаха добавляю 80 мл. Все перемешиваю. Муку использовать я буду пшеничную высшего сорта 200 грамм. И вместе я соединила какао-порошок 30 грамм и разрыхлителя теста 10 грамм. Какао-порошок берите хороший, потому что он действительно встречается разный. Теперь муку вместе со всеми сыпучими продуктами я буду просеивать в тесто. К муке добавляю какао плюс разрыхлитель теста и просеиваю. Все сразу не просеиваем, не добавляем в тесто. Будем добавлять постепенно, в 2-3 приема будем смотреть на консистенцию теста. Добавляем, все перемешиваем, снова просеиваем сухие продукты. Перемешиваем и делаем замес теста такой, чтобы тесто было без комочков. Тесто очень похоже на бисквитное. Оно должно с ложки, с лопатки стекать такой небольшой ленточкой, иногда прерываться. Самое главное не забить тесто мукой. Я думаю, что у меня даже 1 столовая ложка муки это уже лишнее. Ориентируемся на консистенцию теста, потому что мука у всех бывает разная. Сегодня у меня мука новый какой-то сорт. Такую торговую марку я еще не брала. И вот в итоге у меня тесто получилось слегка таким густоватым. Ничем я разбавлять тесто не буду его делать жидким. Я этот рецепт уже готовлю не первый раз. И чуть более густое тесто не испортит мне конечный результат. Цвет у теста такой спелой вишни получается. Сразу же включаем духовку на 180-200 градусов, чтобы она разогревалась. Готовить я буду в вырубочном кольце. Диаметр выставила на 22 сантиметра. Можно ставить диаметр 20 сантиметров. Тогда будет более пушистый такой воздушный корж. Пергаментная бумага. Смотрим ту сторону, которая более гладкая, ту будем класть к продукту. Сверху на бумагу ставлю форму и вырезаю нужный мне квадрат. Пергаментная бумага у меня будет идти на дно. Еще я буду использовать пищевую фольгу. Пищевую фольгу отрезаю кусочек немного больше, чем пергаментная бумага. Таких куска пищевой фольги мне потребуется 2. Я буду делать из них дно для формы. Фольгу кладем так, чтобы глянцевой стороной она была к продукту, а матовой наружу. Вырубочное кольцо кладу сверху на пергамент и теперь загинаю все края, прижимаю фольгу к форме так, чтобы все здесь было плотно. Это будет наше дно формы. Фольга будет распределять тепло равномерно по всему нашему пирогу, и все будет лучше пропекаться. Все готово. Края формы я смазываю растительным маслом. Можно в принципе и не смазывать, потому что когда начнет подниматься, расти наш корж, он будет цепляться
цепляться за края формы и будет лучше даже еще подниматься. А если используете формы для выпечки с антипригарным покрытием, то сначала смазываем растительным маслом, затем присыпаем мукой. Можно выпекать и в жаропрочной посуде стеклянной, тоже смазываем растительным маслом, присыпаем мукой дно и бортики формы. И теперь наше ярко-вишневое тесто выкладываем в форму, распределяем по всей форме, чтобы все тесто было равномерно. Если у вас форма с дном, то это делать намного проще. Покрутим немного форму и 2-3 раза слегка ударим формы о стол. Так наш бисквит будет не только ровным, но и однородным, мелко пористым. У меня такого дна крепкого нету, поэтому я потрясываю просто на противне. Духовку я теперь ставлю на 180 градусов и на 30-35 минут отправляю туда форму с тестом. Духовку стараемся не открывать. Если хочется понаблюдать, тогда наблюдаем через стекло. Прошло полчаса, обязательно проверяем готовность сухой деревянной шпажкой, спичкой. Если на ней ничего не остается, значит все готово. Теперь даю остыть до комнатной температуры и потом буду вырезать из формы. Наша основа уже остыла, теперь вырезаю из формы. Для того, чтобы удобно было переворачивать, кладу сверху блюдо и переворачиваю теперь все вместе. Снимаю блюдо, и очень легко снимается теперь и фольга, и пергамент. Нижняя часть всегда получается более ровная. Она еще пока не остыла, нужно дать полностью остыть, потом будем сверху покрывать глазурью. Все, наша основа, наш пирог очень хорошо остыл, уже такой стал комнатной температуры. Чтобы украсить сверху, можно взять 150 грамм шоколада плюс 5 грамм сливочного масла, все это прогреть на водяной бане и покрыть сверху. Я беру сухого молока 3 столовые ложки с большой горочкой, каждая ложка. Сгущенку выбираем для этих целей хорошую, поэтому сгущенного молока 2 столовые ложки с большими горочками также добавляем. Густоту этой помадки регулируем сгущенкой либо сухим молоком. Плюс 1 чайную ложку сгущенки я сюда еще добавлю, потому что достаточно густо. Вообще начинаем все это перемешивать так, чтобы не было никаких комочков. По вкусу эта помадка будет напоминать белый шоколад, она абсолютно не растрескивается и не липнет к рукам. Самое главное, потом убираем все это в холодильник, чтобы она хорошенечко застыла. Удачная помадка будет тогда, когда она с трудом перемешивается ложкой, очень такая густая, и очень удобно ей потом делать такие потеки. Ей можно украшать и торт, и пирог, и куличи, и булочки, все, что вам нравится, все украшаем. И пока она еще не застыла, сразу же я сверху присыпала все цукатами. Можно какой-то цветной, яркой посыпкой. Будет очень красиво, когда это все застынет. Вся наша посыпка очень хорошо и плотно, прочно держится в этой помадке. Обязательно приготовьте такой вкусный пирог. Если кто-то боится за то, что будет запах свеклы, то она может немножко чувствоваться лишь тогда, когда пирог еще теплый. Потом, когда он остынет хорошо, а если еще простоит ночь в холодильнике, то никакого ни запаха, ни аромата, ничего не ощущается от свеклы. Это вкусно. Морковные пироги уже знают все. Теперь будем готовить свекольный пирог. Это вкусно, я думаю, еще и полезно. Свеклу есть надо. Если дети не любят есть свеклу, то пусть ее едят хотя бы в пироге. Готовьте на здоровье. Это просто, быстро, из доступных продуктов, еще и вкусно. Если из моего видео вы узнали что-то новенькое, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, мне будет очень приятно. А сами нажмите на колокольчик. Так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Я готовлю из простых доступных продуктов так, чтобы каждый смог повторить у себя это на кухне. Готовьте, радуйте родных и близких. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.